С вами Эвелина, и я приветствую вас из солнечной Турции. Сегодня я расскажу вам, какая сейчас ситуация с недвижимостью в Алании. Мы посмотрим цены, узнаем, где дешевле снять квартиру. И я расскажу вам, неужели действительно покупатели недвижимости обходят Турцию стороной, а количество желающих арендовать квартиру уменьшилось. Перед тем, как я начну рассказывать, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, мы с нетерпением ждем ваших комментариев. Поехали! Друзья, инфляция и ситуация с землетрясениями, несомненно, повлияла на рынок недвижимости и складывается сейчас примерно таким образом. За последние 3 года в Турции очень выросли цены на недвижимость. И если последние события с землетрясениями повлияли на иностранцев, немного снизив спрос, некоторые вообще сменили свои приоритеты и переориентировались на другие страны или же занимают выжидательную позицию, то сами турки, особенно те, которые переехали с неблагополучных регионов, разрушенных землетрясениями, как раз таки смотрят в сторону Турции, турецких регионов с более благоприятной сейсмической ситуацией. Поэтому квартиры продаются, друзья. И каждый день мы наблюдаем картину, когда агенты по недвижимости проводят экскурсии по жилым комплексам для новых и новых покупателей. По поводу аренды, друзья, много людей продолжают смотреть в сторону Турции и продолжают арендовать квартиры, несмотря на довольно-таки высокие цены. Последние недели цены на аренду немножко снизились, но не существенно, потому что уже начинается сезон, так что существенного снижения цен не будет. Комплексы продолжают строиться и строиться, растут как грибы, и почти каждый район Алании, кроме центра, живет постоянной стройкой, из-за которой, кстати, очень много шума, неприятных запахов и других проблем. Сейчас мы зайдем на сайт Airbnb и посмотрим посуточную аренду. Вот, например, выбираем Турция, дату поездки. Возьмем, например, май месяц, уже начинается сезон, 2 взрослых. Цены у нас здесь будут в долларах за сутки. Например, самый популярный район в Алании – Махмутлар. Как видите, разброс цен у нас приблизительно от $30 в сутки до 65, в зависимости от комплекса, расположения, как далеко к морю и так далее. Вот, например, друзья, в новом комплексе жилье приблизительно такое. Также есть в старом доме приблизительно такой вариант. В Махмутларе очень много красивых комплексов, например, Екта, Конак, Енисей. Много новых комплексов сейчас строятся на 3-й и 4-й линии от моря, ближе к горам. Расстояние до моря будет приблизительно 700 метров. Идти к морю придется вдоль строек, пыльные дороги и загазованные от машин улицы. В старых домах может быть плесень, особенно на первых этажах, поэтому у кого аллергия на грибок, лучше посмотреться к этажам повыше, либо брать новый дом. Шумоизоляция в турецких домах плохая, как в принципе и качество турецких домов. Но все это зависит, конечно же, от застройщика, от качества дома и от соседей. Как правило, в новых домах шумоизоляция терпимая. Еще одна проблема турецкого жилья – это газовые баллоны. И большая часть жилья сдается именно с газовым баллоном. Конечно же, есть электроплиты, но их все-таки меньше. Также давайте посмотрим с вами район Каргыджак и Кестель. Каргыджак, как мы видим, здесь цены уже повыше, потому что Каргыджак считается элитный район. Здесь классные комплексы, но и цена, конечно же, не дешевая. В районе Кестель у нас цены такие же, как в Махмутларе. Это более такой спокойный район. Можно сказать, что как бы деревня, если сравнивать с Махмутларом. Но комплексы тоже есть здесь хорошие. Далее идет у нас район Оба. Он считается у нас европейский. Здесь тоже подороже немножко будет. Дороже, чем в Махмутларе и в Кестеле. Это считается такой европейский район. Здесь более чисто и ухоженно, близко к центру. Публика европейская, поэтому и цена соответственно. Также посмотрим самый дальний район Алании, это Афсалар. Он дешевле не потому, что он такой плохой, а из-за того, что он находится далеко от города, в пределах 24 километра, поэтому цены здесь дешевле. Здесь тоже есть красивые комплексы с большой территорией, с бассейном. Как мы видим, аренда недвижимости в Алании более дешевая в районах Афсалар, Махмутлар и Кестель.
В районе Оба и Кыргыджак аренда обойдется дороже. Итак, друзья, в общем, мы с вами немножко пробежались по ценам. И что можно сказать? Турция продолжает удерживать цены на квартиры и на покупку, и на аренду на достаточно высоком уровне. Новые дома продолжают строиться и уменьшается количество места, территорий и банановых плантаций. Несмотря на землетрясение, стоимость жилья и качество турецких домов, люди всегда будут мечтать о море. Такие вот дела, друзья. Я жду от вас комментариев. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Ставьте лайки и встретимся в следующих видео. Всем солнечного настроения и пока!